Здравствуйте! Проценты– одна из самых важных тем в бизнесе и финансах. Наценка, маржа, рост продаж, налоги, скидки. Эти расчеты ежедневно используют аналитики, финансисты, менеджеры. Кроме того, эти темы регулярно встречаются на всех финансовых экзаменах. Например, на таких как ACCA, СИМА, ну и на других экзаменах. В этом видео разберу, как выполнять такие расчеты быстро и правильно. Начну с понятия наценки. Наценка– это когда прибыль рассчитывается как процент от себестоимости. То есть выручка– это всегда 100% себестоимости плюс определенный процент наценки. Например, есть значение 250 тысяч продажи выручка, а прибыль это 25%, то есть 25% прибыли включено в эту сумму. Чтобы найти себестоимость, необходимо это значение разделить на 125%. Мы можем в Excel написать это таким образом или же написать 1,25. А далее из выручки вычитаем себестоимость и получаем прибыль. Если же необходимо сразу найти прибыль без расчета себестоимости, то тогда можно вычисление произвести немножко по-другому. 250 тысяч делится на 125 и умножается на 25. А себестоимость можно уже определить по этим двум значениям. Теперь я перейду к понятию маржа. Маржа – это когда прибыль рассчитывается как процент от цены продажи выручки. Выручка всегда 100%. Например, у вас есть значение себестоимости 225 тысяч долларов. Вы знаете, что прибыль 25%. Необходимо найти выручку. В этом случае, если необходимо найти выручку, мы это значение должны разделить на 75%. Можно сразу написать 75%, обязательно поставить знак процентов и подтвердить значение. Наша выручка 300 тысяч. Прибыль. Используем эти два значения и находим. Если необходимо найти сразу прибыль, то можно 225 тысяч разделить на 75 и умножить на 25. А далее прибавить эти два значения, чтобы получить выручку. А теперь перейдем к еще одной распространенной задаче в бизнесе. На английском языке она называется year over year. По этому расчету можно понять, насколько продажи выросли или упали по сравнению с предыдущим периодом. Необходимо от более позднего периода отнять предыдущий период и разделить на предыдущий период. Этот же расчет можно сделать немножко по-другому. Здесь отнимается единичка. Если вам понравилось видео, обязательно поставьте лайк и поддержите мой канал. А если вам нужен файл с задачами по процентам, вы хотите их попрактиковать, то поделитесь этим видео ВКонтакте и поставьте плюс в комментариях. Я вам перешлю файл.